Привет, друзья! Готовлю сегодня вот такой хрустящий слоеный пирог с заварным кремом. Это невероятно вкусно и ничем не хуже, чем торт Наполеон. Хотя зачем сравнивать? Просто попробуйте и поймете. Тесто на этот пирог без дрожжей и молока кладу только в муку соль, сахар и разбиваю одно яйцо. Кладу только белок. Наливаю затем теплую водичку и замешиваю тесто. Оно должно получиться мягким и не тугим. Затем убираю тесто в пакет и оставляю на час. Сразу же приступаю к сладкой начинке. В кастрюлю с толстым дном выливаю молоко. Туда же сыплю сахар, затем кукурузный крахмал и ванильную эссенцию. Все перемешиваю и ставлю на огонь. Мешаю постоянно венчиком, чтобы не было комочков. И как только крем загустеет, кладу в него белый шоколад и сливочное масло. Все, снимаю с огня и накрываю пищевой пленкой. Тесто постояло, и теперь раскатываю в колбаску, делю на 6 кусочков. Затем формирую гладкий шарик, колобок. Смазываю поверхность растительным маслом и накрываю пищевой пленкой, вставляю их опять на 20-30 минут. Для прослойки теста растапливаю сливочное масло в микроволновке. Добавляю еще растительное масло, чтобы тесто было более пластичным. Беру один шарик и надавливаю лепешку. Можно скалкой раскатать тонко. Мне же удобно вытягивать тесто руками, так как оно очень эластичное. Смазываю руки и тесто маслом слегка и растягиваю со всех сторон. Если чуть порвется, не страшно. Обмазываю очень тонко тесто и складываю его конвертиком. При этом обмазываю маслом сверху, чтобы было побольше слоев, и тесто будет тогда хрустящим и воздушным. Работаю голыми руками, именно без перчаток. Тесто любит теплые, любящие руки, и мне приятно ощущать мягкость и нежность теста. Получается вот такой конвертик из теста. Убираю его пока в сторону и также вытягиваю второй кусочек теста. Оно должно быть почти прозрачным. Если тесто плохо растягивается, значит оно недостаточно расстоялось. Кладу конвертик теста посередине и также складываю его, при этом обязательно обмазываю сливочным маслом. Желательно для прослойки брать именно сливочное масло хорошего качества. Беру третий кусочек теста и вытягиваю тонко. Обмазываю слегка маслом, кладу конвертик посередине и складываю опять. Получился конверт из 3 кусочков теста. Тесто мягкое, податливое, качество муки отменное. Предвкушаю хороший результат, так как не зря же так стараюсь. И вот получилось в итоге 2 конверта теста. Накрываю затем пленкой и оставляю в холодильнике на час. Раскатываю тесто тонко скалкой по форме своего листа. Застелила лист кондитерской бумагой и выкладываю тесто. Крем заварной немножко застыл, перемешиваю слегка и выкладываю ровным слоем на нижний слой теста. Накрываю крем тонко раскатанным тестом. Края подворачиваю под нижний слой теста, закрываю начинку, чтобы не вытекало. Смазываю желтком и режу острым ножом на небольшие квадратики. Так пирог быстрее пропечется и будет удобнее потом резать. Выпекала я пирог в разогретой духовке 50 минут при 180-190 градусов. Но смотрите сами по своей духовке. Посмотрите, какая румяная корочка, очень слоистая и хрустящая. Обмазываю поверхность пирога сахарным сиропом и сверху кладу лепестки миндаля.
Можно украсить также любыми орехами, какие у вас есть. Это реально вкусно. Очень слоистая текстура теста. Крем нежный, не приторный и не жирный. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и не забывайте подписаться на мой канал. С вами была Наталья. Пока-пока.